Приветствую вас на моем канале. Я пользуюсь своим смартфоном уже более 2 месяцев, и на стеклянном корпусе начинают появляться царапинки. Поэтому в этом видео речь пойдет о чехле накладки для смартфона Samsung S9. Оригинальные чехлы стоят около $20, поэтому я решил найти оптимальный вариант на Алиэкспрессе за $5. Я знаю, что оригинальный чехол Silicon Cover представлен только в 4 цветовых гаммах. Это черный, серый, голубой и розовый. Другие цвета этого чехла, такие как красная, синяя, темно-синяя, обычно можно увидеть на Алиэкспрессе, но знайте, это или копии, или подделки. Я нашел одного продавца, который отличается от других тем, что он продает чехлы только оригинальных цветов и отправляет их специально без футляров или коробочек, чтобы не был открыт против него дисплей. Я решил заказать этот чехол именно у него. Ссылку смотрите в описании. Итак, приступим к обзору. Как я и ожидал, этот чехол без оригинальной упаковки. Посмотрим. Первое, что бросается в глаза, это пакетик от совсем другого чехла. От Samsung Clear Cover это прозрачный силиконовый чехол, а я заказал Samsung Silicon Cover. С внешней стороны он гладкий и приятный на ощупь. С внутренней стороны вот такая пленка. На ней указан QR-код, но он тоже не соответствует модели. Я посмотрел в интернете, проверил по коду модели. Этот QR-код соответствует чехлу Alcantara, поэтому мы видим уже второе несоответствие. Внутренняя сторона выполнена из материала, похожего на бархат. Очень приятная. Вот дырка под микрофон, вот выемки под кнопку включения, вырез под динамик, зарядку, наушники, вот кнопка для громкости и клавиши Bixby. Логотип выгравирован, но мне кажется, до оригинала далековато. Как видите, слово Samsung разделили на 3 слова – Samsung и букву G. К сожалению, сравнить не могу, нет оригинального чехла, поэтому пишите в комментариях, насколько качественная гравировка в оригинальном чехле. Пришло время примерить. Одев чехол, видно, что он прилегает плотно. Первое, на что необходимо обратить внимание, это на кнопки. Они должны нажиматься с отдачей. Кнопки Bixby, громче, тише тоже нажимаются качественно. Следующий тест – это отпечаток пальца. Очень хорошо, что такая конструкция не вынуждает пользователя перезаписывать отпечаток. Области этой достаточно. Отпечаток пальца распознается достаточно хорошо. Последнее, на что хочу обратить внимание, это наличие или отсутствие зазоров. Смотрите, вырез под наушники, зарядку и динамик достаточный. По углам выемок сильных не наблюдаем. В заключение скажу, что за $4-5 я получил очень хороший и качественный чехол. Буду надеяться на то, что он меня будет только радовать. Но в комментариях обязательно отпишусь, через сколько сотрется логотип на задней стенке чехла. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях. До скорых встреч!